Март 2000 года войдет в историю Южной Африки как время страшных наводнений. Циклоны, обрушившиеся на Мозамбик, принесли с собой разрушительные потоки воды, которые смывали дома, автомобили и все живое на своем пути. Тысячи людей остались без крова, сотни погибли. Но эта трагедия подарила миру одну из самых удивительных историй дружбы между человеком и диким животным. Тони Жубер, почетный рейнджер заповедника, как обычно обходил территорию возле своего дома на берегу реки Блайт, недалеко от городка Хёдспрёйт в провинции Лимпопо. После недавних наводнений вода в реке была мутной, берега усыпаны обломками деревьев и мусором, принесенным течением. «Господи, что за разрушение!» — бормотал Тони, расчищая дорогу к своему причалу, и с каждым шагом ему становилось все тяжелее и тяжелее. Ощущение бедствия не покидало его, и он глубоко вздыхал, вспоминая о страданиях, которые пережили местные жители. Внезапно он услышал слабое попискивание. Звук доносился откуда-то из зарослей тростника у самой кромки воды. Тони остановился, прислушался. Писк повторился. Жалобный, почти неслышный. Сердце его замирало от страха, и он не мог поверить в то, что может быть еще одно несчастье. Раздвинув камыши, мужчина увидел зрелище, которое потрясло его до глубины души. На мелководье среди водорослей и грязи лежало крошечное существо. Детеныш гиппопотама размером не больше собаки. К его животику все еще была прикреплена пуповина, ослабленная и мокрая, как и сама его жизнь. «Боже мой!» — прошептал Тони, осторожно подходя ближе. «Малыш, где же твоя мама?» В его голосе слышались нотки ужаса и тревоги. Детеныш был в ужасном состоянии. Весил он всего 16 килограммов при росте 30 сантиметров в холке. Самый маленький гиппопотам, которого когда-либо видел опытный рейнджер. Глазки были закрыты, дыхание едва заметным. Похоже, наводнение разлучило его с матерью сразу после рождения, и у Тони в голове крутились мысли о том, что делать дальше. Тони знал, шансов выжить в дикой природе у такого крохи нет никаких. Гиппопотамы держатся рядом с матерью первые 4 года жизни, а этому малышу было от силы несколько часов. Он не мог оставить его на произвол судьбы. Не раздумывая, он осторожно поднял детеныша и понес домой. Его руки бережно обнимали хрупкое тело. «Что ты принес?» — удивилась его жена, увидев мужа с необычной ношей, и ее глаза расширились от неожиданности, когда она увидела крошечного бегемота. «Бегемот-сирота», — ответил Тони на английском. «Сирота, гиппопотам». Мать потерял во время наводнения. Они назвали малышку Джессикой в честь пиратки Джессики из старого фильма. Она всегда была его любимой. Первые дни были критическими. Местный ветеринар даже не верил, что детеныш выживет. Слишком слаб, слишком мал. Она больше похожа на инопланетянина, чем на гиппопотама. Шутил врач, но в глазах читалась тревога. Он не хотел в это верить, но сомнения терзали его душу. Тони и его жена организовали круглосуточное дежурство. Каждые 2 часа они кормили Джессику специальной смесью из яичного желтка, сливок и коровьего молока, заменителем материнского молозива. Они оборачивали ее в теплые одеяла, надеясь на лучшее и моля о том, чтобы крошка выжила. «Давай, малышка», — шептала жена Тони, поднося бутылочку к крошечному ротику. «Ты должна выжить». Ее голос трепетал и полон надежды. И Джессика выжила. К концу первой недели она уже крепко держалась на ногах и требовательно попискивала, когда хотела есть, словно заявляя, что она готова к новой жизни. Когда пришло время отучать от молока, супруги экспериментировали с разными напитками. Джессика наотрез отказывалась от обычной воды, капризничала с соками, и каждый раз Тони думал, что им придется искать другой способ спасения. И тут Тони попробовал дать ей традиционный южноафриканский чай «Ройбуш». Эффект был мгновенным. Джессика выпила всю бутылку залпом и, урча от удовольствия, довольно захрумкала.
«Похоже, у нас растет истинная южноафриканка», засмеялся Тони, не веря своему везению. С этого момента чай ройбуш стал страстью Джессики, и она пила его теплым, с коричневым сахаром по 20 литров в день на завтрак, обед, ужин и обязательно перед сном. По мере взросления Джессика демонстрировала удивительные способности. Она научилась открывать холодильник, обожала смотреть телевизор, особенно классическую музыку и африканские каналы. Спала в доме на веранде рядом с 5 английскими бультерьерами, которых считала лучшими друзьями. «Она думает, что она человек», — смеялся Тони, когда Джессика, словно хозяйка, входила в дом. Заходит в дом, идет прямо на кухню, кладет голову на стойку и ждет завтрак, 2 буханки хлеба и 5 килограммов моркови. Когда Джессика подросла, супруги поняли, пора отпускать ее в реку к сородичам. Прокормить такого бегемота непросто, да и животному нужно жить в природе. Но гиппопотам выбрала удивительный образ жизни. Днем она плавала с дикими сородичами, а вечером возвращалась домой к родителям, словно подруга, которая всегда рада вернуться. В 2003 году в жизни семьи произошло важное событие. К Тони приехала в гости Ширли, фармацевт и косметолог из Делмаса. Она была увлечена животными и хотела увидеть знаменитую Джессику. «Я хочу посмотреть на знаменитую Джессику», — сказала она. Увидев гиппопотама, Ширли была поражена. «У нее глаза моего отца!» — воскликнула она и тут же влюбилась в животное. Красота и грация Джессики заставила ее сердце забиться быстрее, и в тот миг она поняла, что эта дружба станет частью ее жизни. А через месяц влюбилась и в Тони. Их общение было наполнено смехом и радостью, и вскоре начались приготовления к будущему. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он полушутя во время барбекю у реки, когда вечерняя заря освещала их лица. «Конечно!» — ответила Ширли, и оба почувствовали, как переполняет их счастье. Они зажгли 2 свечи, соединили пламя и сказали: «Теперь мы едины». 8 июля 2003 года они поженились дома, в присутствии друзей и, конечно, Джессики. Церемония была наполнена радостью, и гиппопотам, словно понимала важность момента, гордо наблюдала. Ширли стала для Джессики второй мамой, и их связь была невероятной. Каждый вечер она делала гиппопотаме ароматерапевтический массаж, плавала с ней в реке, полной крокодилов, причем Джессика всегда защищала маму от хищников. «Она невероятно заботливая», — рассказывала Ширли. «Отгоняет крокодилов и диких гиппопотамов, если они подплывают слишком близко ко мне». Эта дружба была крепкой, и каждый день они преодолевали все преграды вместе. Тем временем слава Джессики росла. О ней стали снимать документальные фильмы, она появилась на каналах National Geographic, Discovery, BBC, даже в шоу Опры Уинфри. Всего о ней сняли более 150 фильмов и документальных передач, и она стала символом доброты и любви между людьми и природой. В 2007 году Джессика снялась в южноафриканской комедии «Мистер Боунс» с известным актером Леоном Шустером. Ее вдохновляющая история даже попала в учебники английского языка как образец для изучения, и дети со всего мира рождались с мечтой стать частью этой красивой сказки. В 2012 году история повторилась. 18 января, после очередного наводнения, Тони нашел у своего дома еще одного детеныша гиппопотама. Его назвали Ричи, или сын на африкаанс. И он тоже был маленьким чудесным существом, нуждающимся в любви и заботе. «Теперь мы единственные люди на Земле, живущие с 2 гиппопотамами», — шутил Тони. И этот удивительный факт стал настоящим благословением для их семьи. Ричи оказался точной копией Джессики. Тоже пил чай ройбуш, смотрел телевизор, спал в доме и даже научился ходить в туалет в положенном месте. Их жизнь превратилась в настоящий мир чудес, полный улыбок и радости. К Джессике стали приезжать тысячи туристов со всего мира.
Специальные туры к самому знаменитому гиппопотаму планеты стали одной из главных достопримечательностей Южной Африки. Люди ждали часами, чтобы увидеть Джессику и почувствовать ее любовь. «Она посол для всех гиппопотамов», — объяснял Тони журналистам. Люди видят, что эти животные не только опасные хищники, но и разумные, чувствительные существа. Джессика доказала, что любовь и понимание могут существовать даже между разными видами. Туристы обожали кормить Джессику теплым чаем ройбуш из бутылки и сладким картофелем. Она с удовольствием позировала для фотографий, позволяя гладить себя и даже обнимать. Каждая минута, проведенная с ней, была настоящим сокровищем. «С ней могут играть дети», — рассказывал Тони. «Она невероятно нежная, хотя весит 1,5 тонны. Все чувствовали, как она наполняет пространство теплом и радостью. Но в марте 2023 года семью постигло двойное горе. В одну ночь скончались Ширли и новорожденный детеныш Джессики. Тони остался один, и ему было очень тяжело. У Джессики, наконец, родился малыш, самец, которого хотели назвать Лука в честь отца Ширли. Но детеныш весом всего 12 килограммов прожил всего 2 дня. Горечь утраты обрушилась на семью. В ту же ночь во сне мирно ушла из жизни Ширли. Ей было всего 56 лет. Это был невыносимый удар, который оставил Тони без сил. «Джессика поняла, что моя жена умерла», — рассказывал убитый горем Тони журналистам. «Она сошла с ума, рычала, билась о дверь. Потом просто сидела и смотрела туда, где лежала Ширли. Их связь была настолько крепка, что даже животное ощущало утрату. Несколько месяцев Джессика отказывалась от еды, явно скорбя. Она бродила по дому, и Тони чувствовал ее горе, как свое собственное. Но постепенно жизнь наладилась, и Тони решил, что нужно двигаться дальше, как бы тяжело это ни было. В феврале 2024 года, в возрасте 24 лет, Джессика снова стала мамой. Малыша назвали Луку в честь деда Ширли. На этот раз все прошло хорошо, и жизнь вновь наполнилась светом и надеждой. «Луко точно такой же любопытный, как его мама», — рассказывает Тони. «Уже следует за туристами, изучает мир, совершенно спокойный и дружелюбный, как Джессика. Их связь была немалой частью того, что делает жизнь полной. Сегодня Джессика жива и здорова, весит около 1400 килограммов и продолжает жить в Хёдспрёйт, окруженная любовью своей новой семьи. Каждый день к ней приезжают туристы. Она по-прежнему пьет свои 20 литров чая ройбуш и спит дома с собаками, как и прежде. «Знаете, что самое удивительное?» — говорит Тони, поглаживая огромную голову Джессики. «Она могла бы уйти в дикую природу в любой момент. Река рядом, там живут другие гиппопотамы. Но она выбирает оставаться с нами. 24 года дружбы — это больше, чем у многих людей». Джессика лежит у его ног, довольно урчит и смотрит умными глазами. В них нет дикости, только любовь и благодарность к людям, которые спасли ее жизнь и подарили семью. Их история стала примером для многих. «Иногда люди спрашивают, не опасно ли держать дома гиппопотама», продолжает Тони. «Но Джессика не домашнее животное. Она член семьи. Она выбрала нас, а мы chose her. И это навсегда». История Джессики доказывает, что любовь не знает границ между видами. Когда человек протягивает руку помощи беззащитному созданию, рождается связь, которая может длиться всю жизнь и менять мир вокруг. Эта история изменяет наше представление о природе и человечности. Джессика стала символом того, что возможно между человеком и дикой природой при правильном подходе, основанном на любви и уважении. Ее удивительная история вдохновляет миллионы людей по всему миру и показывает: чудеса случаются, когда мы открываем свои сердца для тех,
кто нуждается в помощи. А где-то в Южной Африке, на берегу реки Блайт, самый знаменитый гиппопотам в мире допивает свой вечерний чай ройбуш и готовится ко сну в окружении семьи, той самой семьи, которую он выбрал 24 года назад и которой остается верен до сих пор.